Здравствуйте, зрители, коллеги! Сегодня мы с вами поговорим о круглой горловине, реглане сверху. Круглая горловина сама по себе будет в круглой форме. Вот так образуется горловина. Горловина – это у нас такое место одежды, которое обхватывает шею организма. И она бывает кругленькая, четырехугольная может быть, или разной фигурной, или треугольной форме. Мы сегодня с вами поговорим о круглой форме, реглане сверху. Когда так сверху посмотрим, горловина у нас приобретает такой кругленький вид. Я вам покажу сейчас, объясню, как вязать круглую горловину, как сделать расчеты и как набирать петель. Все об этом я вам расскажу. Круглой горловине можно вязать резинкой 1 на 1, вот сейчас, как в этом кофточке, или 2 на 2, или 2 на 1, или можно вязать просто платочной вязкой, без резинки. В этой кофточке я могу вам показать горловина связана с платочной вязкой. Платочной вязкой. И так можно вязать. В обоих случаях получается горловина красивая. И кому как хочется, так и можно вязать. При набирании петель для горловины мы сперва должны точно себе знать, какую горловину мы хотим. Если мы хотим горловину прилегающую, такую вокруг шеи, или мы хотим такой глубокий вырез, шире горловины. И смотря этого мы берем размеры и соответствующими петлями мы начнем вязать горловину. Например, на примере прилегающей горловине мы, вокруг шеи берем наши замеры. Так замеряем вокруг шеи и определяем, сколько сантиметров у нас получается. И смотря этого мы начинаем делать расчеты для определения набора петель. Или глубоком, например, в глубоком вырезе тоже так мерим вокруг шеи, какой глубокий мы вырез хотим. Так мерим, определяем наши размеры соответствующие. И потом, смотря на это, мы потом делаем расчеты на набор петель. Когда уже мы хотим прилегающую горловину,
Тогда мы должны обращать внимание на размеры головы, потому что вот эта прилегающая горловина должен соответствовать на размеры головы, чтобы голова могла спокойно проходить. А вот в детях у них шея, охват шеи намного меньше, чем головы. Значит, у детей, если вы будете размеры брать, это обязательно будет намного мало размеры, чем окружности головы. Поэтому, когда для детей мы вяжем такие пульверы, кофточки, обязательно горловину мы должны вязать или спереди планкой, чтобы с пуговками, или сзади вот такие вырезки сделать дополнительную с пуговкой. И чтобы ребенку можно было спокойно надеть эту горловину через голову, чтобы голова могла спокойно пройти. Мы сейчас будем делать расчеты на горловину. Как мы будем делать? Сперва обязательно мы выберем, какую горловину, какой вязкой мы хотим вязать. С резинками или платочной вязкой. Если с резинками, хоть платочной вязкой, мы сперва обязательно будем вязать образец. Вот я сейчас на резинку 1 на 1 вязала образец. Для образца обязательно вы определяете сперва наши спицы. Спицы обязательно вы начинаете с такой спицы в начале горловины, определенными меньшими размерами. Вот, например, в туловище вы хотите вязать на 4 спице, а в начало горловины вы обязательно начнете или 1, или на 1,5 размера меньше спицами. Почему, это я вам скажу немножко позже. Вот, например, мы образцу сейчас вязали на спице 2,5, а мы тело хотим вязать 4 спицы. Мы 2,5 спицы вяжем образец. Вот у нас образец готово. Вот это у нас резинка 1 на 1. Теперь мы будем брать расчеты для вязания горловины. Вот так мерим нашу горловину. Вот метку поставим и один конец вот сюда поставим и другой конец немножко тянем. Тянем и эту конец тоже поставим метку. И вот эту мерку мы вот так, когда замерим, у нас 14 сантиметров. А у нас здесь петли 30 петель. 30 петель у нас получается 14 сантиметров. Это при спице 2,5 и резина 1 на 1. Теперь 1 сантиметре сколько петель у нас получится. Вот это мы должны определить. Это у нас дает плотность
по ширине. Значит, это чисто арифметическое. Вот так, когда мы вот эту плотность найти, вот 30 умножаем на 1. А это, который с х скрещивает 14, это пойдет так делить. И у нас получится 2, 1 петель. 2, 1/10 петель. Это у нас дает плотность вязания по ширине. По этому расчету у меня есть отдельное видео, можете посмотреть, и там подробно все рассказано, и вам будет более, может, понятно. Значит, если у нас охват шеи, у нас получается на примере 50 сантиметров, а у нас окружности головы, вот как мы меряем окружности головы отсюда до сюда в таком виде. Окружности головы, окружность, охват шеи у нас, если 50 сантиметров будет, если охват головы у нас будет 54 сантиметров, значит, мы должны охват шеи увеличить до 54 сантиметров, чтобы у нас голова спокойно прошла по горловине. Значит, мы самое меньше можем брать только 54 сантиметров, не меньше. Вот мы 54 сантиметров, значит, должны брать нашу длину горловины. 54 сантиметров сколько петель будет? Это мы, когда превращаем на петли, умножаем на нашу плотность по ширине. И у нас получится 114 петель. Мы 114 петель на спице 2,5 будем вязать 1 на 1. И у нас горловина вяжется, когда реглан сверху вяжем, вяжется по кругу. Непрерывно по кругу вяжется. И вот здесь обращайте внимание, когда мы шею вяжем, обязательно первые ряды мы начали 2,5 спицы. Вот первые начало ряды начали 2,5 спицы, а потом вяжем второй, третий, четвертый ряд тоже с этой спицы. И обязательно спицу меняем на пол или 1 миллиметра больше. Мы уже берем 3 или 3,5 спицы. И опять мы продолжим вязать где-то опять 3-4 ряды. А потом опять мы меняем спицу на четверку, которую мы планируем вязать нашу кофточку. И на этой четверке спицы опять мы вяжем остальные наши горловину. И тогда у нас горловина получится вот таким образом, как
солнышко, да, вот это место более узковатое, и дальше она пойдет на расширение. Это так и должно быть. Это когда одеваете вы одежду, и ваша горловина очень красиво прилегаться будет к шее, к окружности шеи. Вот так. И когда она растягивается, тоже не сильно будет растягиваться, и у вас шея в дальнейшем ношения одежды, у вас шея меньше изменится и меньше растягивается, и у вас останется надолго, она вот так красиво и держит свою форму. Для этого нам надо будет вот так сменять наши спицы. Вот здесь вот наши расчеты, значит, 114 петель мы возьмем петли и начинаем вязать нашу горловину. Теперь ширина горловины. Вот ширину сколько вы хотите. Это вы сами тоже по вашему желанию вы можете тоже выбирать ширину. Вы можете узко сделать ширину, или вы можете шире сделать ширину. И примерно соответственно это вы делите вот эту ширину, ряды вашего вязания на 3 или 4 рядов и сменяете спицы. Меньше, побольше, еще побольше и большие спицы. Вот так вы когда меняете, у вас вот эта горловина получится очень красиво. И очень, когда на шее будет смотреться очень аккуратно. И потом уже, когда горловину вы закончите, потом уже сразу переходите потом вязать остальные части кофточки. Сперва росток, а потом уже остальные части. Про росток при круглой горловине я уже поставила видео. Можете посмотреть видео и, конечно, вязать на удовольствие. Если вам видео понравилось, поставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и свяжите на удовольствие. Пока, до свидания, до новых встреч.